Коллеги, приветствую всех, Антон Сабуров на связи, приглашаю вас на новый мастер-класс. Сегодня мы с вами будем проходить тему автоматизации искусственного интеллекта и тема, которая объединяет бизнес-процессы в рамках одного направления. То, когда вы можете связать ваш Gmail, ваш Telegram-канал, ваш сайт, социальные сети и так далее в единое пространство и запустить автоматизацию. Это продолжение моего большого профессионального уже курса про искусственный интеллект, его вторая большая редакция. И сегодня мы будем уходить в процесс автоматизации всех направлений, и это реально очень интересно. Это позволит вам сэкономить кучу времени, это позволит вам запустить процессы, которые будут работать на вас почти ежедневно в фоновом режиме. Единственный момент. Этот курс не подойдет для тех, кто только начинает с искусственным интеллектом, и для вас у меня есть большой бесплатный курс на YouTube по искусственному интеллекту, ChatGPT и другим инструментам. Посмотрите его, и после этого переходите уже в платный курс. Сегодняшний мастер-класс про инструменты автоматизации, и мы будем с вами смотреть на инструмент, который называется Make. Это достаточно крутой инструмент, он бесплатный, это большой его бонус и плюс. До 1000 операций в рамках месяца вы можете выполнять, 1000 приложений есть внутри, все базовые приложения, которые я перечислил, они доступны, и реально вы можете его брать и использовать в моменте для себя. Это реально очень круто. Я честно скажу, пару раз я платил за платный доступ, и переходить к нему нужно, когда у вас больше 1000 операций в рамках месяца, когда вам нужна супер быстрая скорость обработки, там меньше минуты, и все остальное в бесплатном тарифе хватает, для всех базовых вещей хватит его с головой. Что будем делать? Будем сегодня смотреть на интерфейс. Я покажу 5 крутейших сценариев. Работа с сайтом, работа с Telegram-ботом, работа с почтой, работа с YouTube, работа с социальными сетями, наполнение социальных сетей автоматическим контентом. Подготовил для вас эту подборку для того, чтобы вы могли использовать ее у себя, могли запускать подобные процессы. И я считаю, что это очень круто, поможет вам с точки зрения автоматизации вашей рутины и использования технологий в вашей практике. Круто? Ну что, давайте будем начинать. Давайте начнем с Telegram-бота. Я покажу на базе его, как можно управлять и настраивать инструментарий. И как вообще выглядит из себя, что представляет из себя Make. На самом деле все достаточно легко и просто. У нас есть вот такие вот элементы, это элементы-коннекторы. Видите, в частности, этот управляет Telegram-ботом, этот управляет OpenAI и ChatGPT в частности. И у нас еще один есть бот, который управляет Telegram. Давайте начнем. Первое, посмотрим, как сценарий работает, что из себя он представляет. Я запускаю сценарий разово, ждем новую дату. И для этого перейду в Telegram-бот, который настроен. Итак, я внутри в боте, и давайте ему напишем. Дай мне немножечко больше информации про ChatGPT. Супер. Я отправляю информацию, и давайте одним глазком посмотрим, что происходит. У нас информация поступила от бота, сейчас обрабатывается на стороне ChatGPT, и сейчас ChatGPT должен выплюнуть ее обратно в бот, и к нам придет информация уже из него. Видите, все, воронка прошла, давайте возвращаемся обратно. Бам, у нас есть информация. Видимо, она у нас не доделана до конца, потому что стоит внутри ограничения по количеству токенов. Это ограничение, которое, собственно, я сделал. И, соответственно, мы получили ответ на наш вопрос. Дальше возникает огромное количество вариантов, как мы можем использовать его. В частности, мы можем настроить этого бота, чтобы он был админом определенной группы и отвечал на комментарии из этой группы, либо какие-то сообщения и так далее. И это открывает очень большие перспективы. Давайте покажу внутри, вначале на лог, на то, как происходит у нас. Внутри мы видим информацию, которая от нас приходит. В частности, у нас пришло сообщение, собственно, вот оно, от учетки, когда это было. Соответственно, дальше GPT у нас эту информацию взял, принял и, соответственно, делает output в виде ответа. В ответе он дает это вот сообщение. Да, собственно, я даю тебе вот эту всю информацию, выдает. И, соответственно, дальше ее отправляет обратно в диалог, да, собственно, в тот бот с тем айдишником сообщения, которое было, и, собственно, мне обратно. Все достаточно выглядит легко, понятно, у нас есть логирование, мы можем эту историю запускать на постоянке. Давайте разберемся с технической настройкой. Она достаточно, на самом деле, простая. С одной стороны, у нас есть Telegram-бот, внутренняя функция.
вот, где мы делаем подключение нашего бота, нужно просто прописать токен, сложностей особо никаких нету, и он дальше автоматически ловит хук от нашего бота, да, тем самым, то есть когда мы пишем бота, он это ловит. На стороне JAT-GPT у нас есть подключение нашего аккаунта, дальше есть выбор модели, я использую 4O, выбор роли, я использую роль user и, соответственно, там промпт, который мы хотим обрабатывать. Здесь супер простой, понятный пример. Видите на это сообщение. Собственно, мы ловим это сообщение от Telegram-бота. Собственно, на этом и происходит настройка. Использую, собственно, контекст. И видите, у меня стоит ограничение в 300 токенов. Соответственно, видите, он там до конца не написал. У нас есть расширенные функции всегда для настройки, да, где мы можем частоту использовать, как он будет общаться, сид, продолжение и так далее. Вот, остановить секвенцию, но я думаю, что в базовые настройки этого более чем хватит. Вот это большая точка роста, собственно, здесь как раз управлением нашим промптом мы можем сделать это более гладко. В следующих кейсах как раз это увидеть. Все, мы обратно отправляем информацию, где выдается вот этот текст в виде нашего результата, да, то есть результат это то, что у нас GPT выплевывает. Соответственно, вот эта информация, которая есть, там, hello, issue, I'd happy to provide и бла-бла-бла. У нас есть настройка нашего ID-шника, да, то есть с кем ведется переписка. Вот. Поэтому очень просто. Базовый сценарий управления выглядит следующим образом. Вот. Теперь давайте проговорим про настройку как раз подобной активности. Я рекомендую делать настройку сценария пошагово. Соответственно, начинается с демки, мы выбираем первый элемент. В нашем случае только что был Telegram, поэтому мы здесь выбираем Telegram. Вот, можно посмотреть Show More. И, соответственно, вот там Send a Message. Соответственно, выбираем подключение бота, либо добавляем новый. Прокидываем чат ID, это то, кто нам, собственно, там пишет. Да, там через собачку можем эту историю указать. Сообщение, которое приходит. И, соответственно, у нас, на первом этапе мы эту информацию ловим. После этого мы запускаем run once, чтобы эта история у нас прилетела, и, соответственно, смотрим, как она отрабатывает, какие есть ошибки, насколько все хорошо. Если мы сообщение ловим, то, соответственно, дальше мы добавляем плюсик и настраиваем следующую интеграцию, в частности, там чат GPT, да, вот, допустим, ловим здесь и отправляем уже на те функции, которые необходимы. Как видите, здесь их достаточно много экшенсов различных, которые можно внутри использовать. Допустим, сообщение для ассистента. Вот, выбираем аккаунт, он к нему подключается. Вот, и, соответственно, дальше уже отрабатываем сообщения, которые к нам приходят от пользователя. Когда вы запускаете эту историю поэтапно, вот здесь уже намного проще, потому что здесь у вас будут подсвечены там те или иные ответы, которые уже приходят. Вот, поэтому я рекомендую поэтапно. То есть вначале добавили первого этап, получили сообщение от бота, обработали его, перешли на следующий этап. И вот таким образом, шаг за шагом, соответственно, вы решаете задачки свои. Кайф. Смотрите, какой важный момент, который связан с Telegram-ботом. Здесь на самом деле достаточно большая функциональность, и что можно делать. Мы можем очень много всего добавлять дальше по активности. Мы можем вот эту историю продолжить, допустим, делать запрос, не знаю, там на ящик, допустим, электронный, дальше на рассылку отправлять. Мы можем какую-то активность отправлять, допустим, по RSS, дальше я буду показывать эти активности, да, то есть когда вы какую-то информацию подцепили. На самом деле Telegram-бот — это такой инструмент для персональной вашей коммуникации. То есть сюда отправлять какие-то, не знаю, CRM активности, да, допустим, подключаем сюда вашу CRM и отправляем, допустим, отчеты там ежедневно, настраивая внизу правила. Соответственно, да, там удалили правила, вот, и пошли в настройку здесь, когда хотим настраивать ее. Допустим, там каждый день в такое-то время. Вот, соответственно, у вас он срабатывает, и вам прилетает в бота необходимая информация. Здравствуйте, сегодня столько-то продаж, столько-то активности и так далее. Вот. Тут даже не всегда обязательно GPT, хотя для больших данных лучше, соответственно, ее использовать. И алгоритмов огромное количество. Из прикольных штук, которые здесь есть, это роуты, то есть когда мы можем дальше по некоторым веткам вести. Допустим, мы получили сообщение, отправляем его на одну ветку. Вот. Ну, давайте я немножечко тороплю события, покажу вам на следующем кейсе. В общем, рекомендую Telegram бота как канал для коммуникации, вывода необходимые сообщения туда. Давайте сейчас посмотрим на почту и сценарий следующий. Make следит за почтой, которая к нам приходит.
И, соответственно, дальше этой почтой он занимается обработкой. Давайте посмотрим, что внутри у нас находится, какой сценарий. Да, почта, которая прилетает у нас на определенный ящик. У нас происходит обработка на стороне GPT. Да, ты занимаешься коммуникацией, вот, ответь такие-то вещи, прокоммуницируй. И, соответственно, прилетает ответ на него, на тот адрес, с которого было сообщение, то есть с реплаем, с той-то темой, и, соответственно, ответ от GPT. И копия отправляется в таблицу для того, чтобы было логирование. Вот эта активность интересна тогда, когда вы хотите сделать автоответы, допустим, на время вашего отпуска, чтобы GPT корректно общался с аудиторией. Это можно использовать, допустим, при определенных сценариях, когда приходят заказы в вашем магазине, они приходят к вам на почту, либо какие-то, не знаю, поставщики, еще кто-то вам что-то отправляет. И достаточно гибко, потому что здесь вот на этапе настройки, да, то есть вот у нас ведь там запрос, типа от кого, у нас возможный сценарий как раз с коммуникацией. А GPT путем настройки как раз области с коммуникацией, да, то есть области с промптом, мы ее, собственно, настраиваем под ту или иную роль для того, чтобы он это выполнял. Соответственно, видите, как раз уже мы даем доступ самому GPT для того, чтобы вести диалог, вести коммуникацию. Супер крутая штука. Следующий сценарий похож, и он связан с сайтом. Покажу пример. У нас есть сайт на Тильде, и на сайте есть форма на главной страничке. Давайте покажу, собственно, как она выглядит. У нас есть форма внизу, вот она, где есть email, WhatsApp человека и, соответственно, то, что человек хочет обсудить. Давайте покажу, как, собственно, выглядит эта активность. Мы запускаем наш сценарий. Собственно, видите, он ждет веб-хук, что прилетит сообщение. Здесь я отправляю себя. И, соответственно, hello. Хочу у вас заказать услуги по Cold ML Outreach. Прямо ошибочку и отправляем. Мы следим, можем следить. Да, видите, у нас хоп, прилетело сообщение, хук поймал, GPT обработал, сообщение улетело. Давайте, собственно, проверим, так ли оно и что внутри выглядит. Заходим внутрь и, собственно, видим здесь у нас коммуникацию. Спасибо, что написали нам в наших услугах. Мы вам скоро вернемся с деталями. Тем не менее, вы сейчас уже можете посмотреть наше портфолио. Собственно, вот оно. Спасибо, с уважением, Антон, такая-то почта и бла-бла-бла. Видите, отправляется от моей почты, собственно, на отправителя. Вот, супер, выглядит вполне адекватно. Давайте посмотрим на настройку. Настройка следующая. У нас есть веб-хук, который настроен из тильды. Соответственно, на определенный адрес отправляется информация. Настраивается все достаточно легко на стороне. Мы включаем форму в тильде, и у нас она падает в веб-хук. Если интересно, давайте я быстренько покажу. Вот. Переходя на сайт, в настройках сайта нужно перейти в раздел формы, и в формах вот нам настраиваем определенный веб-хук, где, собственно, мы прописываем адрес, куда отправлять его. А адрес мы берем в настройке веб-хука. Собственно, вот он нам его дает, соответственно, здесь мы его в форму добавляем, и дальше добавляем на все формы, которые у нас есть на сайте. Все достаточно просто. Соответственно, дальше связываем его с OpenAI, добавляем уже по известном нам механике, да, модельку, прописываем сообщение, ну и, соответственно, все, да, ну и количество токенов, которые выделяется, здесь, видите, 1000. Все, и дальше передаем эту информацию уже в Gmail, да, от кого будет сообщение, какая будет тема, какой будет результат. Все достаточно легко и понятно. Да, видите, там 3 шага. И, соответственно, здесь у нас уже появляется автоматизация. Любые ваши системы управления сайтами, любые активности, где вам пишут клиенты, все добавляется здесь, в том числе и все каналы коммуникации. Это может быть WhatsApp, Telegram, это может быть, не знаю, там комментарии в какой-то из соцсетей. Все таким образом можно автоматизировать вот подобным сетапом. Круто? Мне тоже кажется, да. Давайте двигаться дальше и показываю следующий кейс. Следующий кейс будет связан с Google Диском и работой с YouTube. Здесь уже немножечко побольше активность, и мы видим здесь там 4 этапа, которые нам нужны. Каким образом выглядит здесь активность? У нас есть Google Диск, на который мы отправляем в определенную папку наши видео, которые будут дальше загружаться на YouTube. Допустим, у вас есть монтажер, привет, Макс, который, собственно, информацию вкладывает в папку Temp.
на вашем Google диске, называет ее, ну, собственно, как будет называться это видео. Соответственно, вторым этапом мы ее скачиваем, файл у нас скачивается и отправляется у нас в OpenAI. А здесь у нас запускали, ну, собственно, настройка вам уже достаточно понятна, но тут ничего для вас не появится. Здесь у нас появляется промпт, где мы говорим, что ты специалист по контенту, используй тайтл из нашего видео и добавь описание и 5 ключевых слов в JSON. JSON — это язык обмена и коммуникации с YouTube, он нам нужен дальше, потому что, видите, там как раз следующий этап у нас появляется в виде JSON сообщения, да, то есть это язык коммуникации, и отправляется уже в YouTube. Есть подключен YouTube, где у нас имя идет от названия файла, где у нас выбирается категория, статус, какой мы хотим, unlisted, либо сразу же в паблик это уходит. Есть описание, которое у нас появляется со стороны уже чата GPT, где у нас прописаны теги, лицензии и парочку там технических моментов. И все, у нас видео улетает на тот канал, который мы сюда добавили. И вот у вас автоматизация в рамках одной истории, да. То есть вы уже вручную не можете ничем не заниматься, не заходить, запускаете его, допустим, там каждые 15 минут, там раз в день, и у вас автоматически происходит работа, связанная с автоматизацией YouTube. Круто. Мне тоже нравится, как раз сейчас делаю стартап в этом направлении, и в том числе использую Make для этих активностей. И, коллеги, перед тем, как показать последнюю активность, напишите комментарий на YouTube, что по этому поводу думаете. Вот кто хочет более какую-то расширенную дискуссию, добро пожаловать ко мне в Telegram-канал, где я еще делюсь подобными активностями в промежутках между тем, как выходит видео, поэтому обязательно переходите. И последнее, то, что вы на самом деле достаточно часто меня просите, это показать варианты по тому, как мы можем автоматически наполнять наши соцсети. Да, в том числе весь ваш, не знаю, багаж, все ваши медиа. Вот я покажу, например, там Telegram и Facebook странички, как это работает. Как выглядит сценарий? У нас есть RSS, некоторая лента, которой мы получаем информацию. Здесь я показываю на примере Wired.com раздела про AI. Соответственно, мы получаем оттуда одну последнюю запись. Она приходит у нас в чат GPT, где у нас прописан промпт по тому, чтобы обработать и сделать summary. Дальше как раз роутер, видите, информацию распределяет по двум площадкам: в Telegram-бота и в Facebook страничку. Давайте посмотрим, как она у нас пробежится. Соответственно, видите, у нас появился пост про выборы с помощью AI-шки. Соответственно, дальше GPT это обработал и получилось из этого summary, добавил информацию про меня. Дальше это улетело автоматически в Telegram бота, который подключен к сообществу, в котором эта новость размещается. Давайте посмотрим, как это выглядит внутри. Вот наше сообщество, и, соответственно, вот мы видим здесь, как информация у нас внутри появилась. Она появилась без медиа-вложения, в этом не было необходимости, поэтому, ну, собственно, вот пример реализации. А второй у нас есть Facebook-страничка, давайте покажу, что в ней у нас тоже эта информация есть. Вот она, и, соответственно, здесь она у нас тоже, видите, добавилась внутри в нашем кейсе. Супер, штука сработала, и это пример начала. Мы можем дальше расширить, на самом деле, список вот этих социальных сетей. В этом случае мы можем сделать следующее. Добавим еще один роутер, и к нему добавим изображение. Мы переходим снова в OpenAI, потому что у нас есть DALL-E, нам он нужен здесь, и мы хотим generate an image. Собственно, выбираем его, выбираем DALL-E E3, и отсюда мы на старте берем results, который нужен, и, соответственно, запрос здесь будет выглядеть следующее. Да, нарисую изображение по этой теме. Вот. Хоп. И дальше идем и настраиваем уже Instagram for Business, create фотопост. Все, добавляем аккаунт, и, соответственно, на этом этапе у нас будет видеоавтоматизация. Соответственно, дальше можно эту историю увеличивать, добавляя другие соцсети, допустим, добавляя LinkedIn, и вот create a user text post. Соответственно, логинимся в LinkedIn, добавляем эту площадку, и таким образом у нас появляется достаточно большой объем того, что мы с вами можем сделать, да. То есть, видите, пам-пам-пам, и вот этот у нас клубочек обрастает. Таким образом, вы автоматически путем работы с RSS, там, с любой лентой, с любыми входными данными, вы занимаетесь наполнением. Круто.
Мне кажется, вообще отлично. Это тот такой потенциал, который растет. Коллеги, на этом мастер-класс наш заканчивается. Я дал вам тот инструментарий базовый, с которым можно уже дальше стартовать. В этом видео не было никаких продаж, поэтому если вам оно было актуально, есть потенциал по тому, что вы можете этим воспользоваться, можете отправить мне донат, можете подписаться в Телеграме, поддержать лайком, активностью эти видосы и пишите за продолжение этой темы, если она будет для вас актуальна. Если вы хотите еще увидеть подобное видео, буду рад с вами поработать, снять вам его на моем YouTube-канале. Меня зовут Антон Сабуров, не прощаюсь надолго. Посмотрите другие видео из рекомендаций в конце к этому видео и до новых встреч. Пока-пока.